Итак, добрый день, с вами Чалышев Сергей, и сегодня у меня такой небольшой праздник, ну и горе. Недавно зашел на маркет, смотрю, кто-то еще продает модель Плюс. Думаю, блин, неужели кто-то еще начал возить? А захожу, нет, стоит она там на маркете 5 с чем-то тысяч рублей. Думаю, нет, кто-то опять, видимо, появились подделки. И да, сегодня заказал не на днях себе у поставщика и купил. И сегодня будет подробное видео, где я буду про все это рассказывать. Давно я не снимал, соответственно, видео с разбором оригинала и подделки, а вам, дорогие зрители, смотрите, очень часто некоторые думают, ну какая разница, ну сделал кто-то подделку, наверняка же она внутри такая же. А нет, это вам не одежда Dolce Gabbana, где можно скопировать ткань, скопировать дизайн, и то там так сейчас давно не делают, один в один никто не копирует. Здесь все еще хуже. Здесь сама по себе модель, вот это оригинал, я даже пожертвую новый работающий. Разберу его, он будет также новым, но продать его уже будет нельзя. В оригинале главный мотор вот такой, и механизм, который создает вращение и позволяет этому Magic раскручиваться до 6000 оборотов. А не как на подделках, они там это не могут раскрутиться до такой скорости, просто потому что им не хватает мощности мотора. Там мотор мелкий, ну как бы наплевать. Итак, смотрим. Значит, первое отличие. Никогда, вот оригиналы никогда не пакуются. Это относится и к модели Plus, и к модели Original, и к модели Rechargeable. Никогда они не пакуются в запакованную пленку. Пленка у них распакована сразу. Вот такая она, ее можно оттуда вынуть. Я вам покажу коробку оригинала, а потом перейду уже к подробностям вот на этой модели, уже как-то там сравнение буду делать. Итак, смотрим пока базовые сравнения. Да, разумеется, я разберу и оригинал, и подделку. Вы все узнаете. Вот на подделку я сразу поставлю букву П на корпус, вот прям сюда, так вот. Ну, смотрим чисто визуально, что они там накосячили у нас с коробкой, есть ли где-то такие косяки. Подделки чуть темные. Здесь это больше аквамарин, а здесь это больше все-таки темный цвет. Темный цвет у них на Rechargeable, а на плюсе такой чуть больше в аквамарин. Но это минусы, в магазине вы этого не разглядите и не поймете, на это рассчитывать не нужно. Вот первое, что не пакуют оригиналы в такую вот запакованную пленку. На оригиналах, конечно, никто не заклеивает заводской штрих-код. Проверяем, кстати, заводской штрих-код. Здесь у нас опознавательных знаков нет. Просто артикул ХВ-265, вибромассажер проводной Берой с круглой головкой плюс. Все. И какой-то там непонятный штрих-код. Сравниваем штрих-коды. Штрих-коды у них одинаковые, что у подделки, что у оригинала. Ну, собственно, по коробке вы ничего не отличите, честно скажу. Вот только то, что она запакована в эту полиэтиленку и не запакована. Убираем полиэтиленку нафиг. Идет съемка на две камеры, так что я вам буду показывать, периодически переключая камеры. Ну, опять же скажу, да, здесь более такой какой-то этот картон, он гофрирован, ну, это тоже гофрирован. Ну, короче, это чуть более плотный картон, это чуть менее плотный. То есть, опять же, вы ни хрена не поймете, если будете пытаться глазами увидеть разницу на витрине. Так, откладываем коробку оригинала, она больше пока не нужна. И вскрываем сам Magic. Комплектация, ну, конечно же, для американцев обязательно кладут вилку перехода на нашу российскую розетку. Американцам все, что им в жизни не хватает, это переходника на российские розетки, ведь у себя в Америке они не могут нормальным электричеством пользоваться и вынуждены пользоваться через свои две вилки, вот поэтому им необходимо, ну, короче, понятно, юзер-мануал. Ну, вы по нему тоже не поймете, но я могу сказать, что он здесь какой-то выцветший совсем. Но он такой же, я не буду просто, я мог бы достать, но мне лень. Так, юзер-мануал, все, точно, тоже не критично, ничего особенного вы там не найдете. И первое отличие значит, здесь у них зарядка лежит вот в этой же коробке, куда втыкается массажер. Нет, в оригинале там идет еще одна коробочка, не буду сейчас показывать, не суть важно. У Rechargeable был момент, сразу говорю. Все, я понял. Сейчас я вам все-таки принесу и покажу зарядку. Вот зарядка у оригинального, она здесь, соответственно, ну, как бы, она 10-вольтовая. У подделок на этом блоке зарядки написано 5 вольт. Ну, как бы у плюса они просто удалили отсюда все опознавательные знаки, ну, что тут же можно сразу все понять. Зарядка у плюс и Rechargeable, она одинаковая. Итак, смотрим дальше на сам Magic. Ну, зато я теперь не смогу ошибиться в зарядке. Итак, этот, конечно же, легче. Вообще, я, к сожалению, не помню, где-то у меня написано, сколько. Вот эта модель стоит сам по себе, весит порядка 500-400 грамм, сам по себе отдельно без всего. Там внутри большой тяжелый мотор. Ну и, в общем-то, как бы здесь весь он весил 412 грамм вместе с упаковкой. Мне в сдеке специально попросил, взвесили вот все вот это. Но, как бы вы видите, да, тут большой, найди 10 отличий, и в игру можно уже не играть.
Здесь нету ни вот этой наклейки, ни вообще названия, что это Magic Wand Plus, ни просто ничего не поставили. В общем, давайте, конечно, разбирать дальше. Вдруг же все-таки добрые китайцы собрали точную копию. Ну вот я могу сказать смело, что у меня сейчас весов под рукой нет, что они весят тупо в 2 раза отличаются. Как бы я понимаю, что для пруфа нужны весы и там так далее, но я разберу, и вы сами увидите. Там пруф будет гораздо более мощный. Хотя вот видите, мне тяжело будет разбирать, потому что мне придется сверлить, чтобы докопаться внутрь. Здесь вот такие вот блокираторы, под которыми стоят винты. В общем, мне тут уточнили 700 грамм. А вот этот вот плюс не оригинальный сразу весил то ли 512, то ли 412. Ну, как бы тут я даже помечать их не буду. Кто из них плюс? Маркер для меня получается бесполезен. Ну, вот, собственно, я решил делать так, вскрывать так, чтобы точно нельзя было сделать подлога. Потом на ускоренный все это включу. В общем, сейчас буду туда сверливаться и потом буду разбирать. Итак, момент истины. Мы вскрываем оболочку. Ну, я понимаю, что здесь не будет никакого мотора. Я не буду ее сохранять. Даже они пожадничали вставить сюда утяжелитель. Ну, хотя, может быть, в России уже все поставщики знают, потому что я видео снимаю, я про все это рассказываю, и понятно было, что одним весом они бы не ограничились. Ну и так, короче, да, мы видим, как всегда, там будет... И вечная особенность, с них вот так на халяву снимается шапочка. Все, да, то есть просто придя в магазин, можете посмотреть на блок питания, можете просто тупо снять шапочку. Вот так тупо снять шапочку с оригинала не выйдет, она просто там вкручена туда. Вот, а здесь это просто бутафоры, ну, нижняя часть просто бутафория. А здесь это, короче, реально такая шайба на резьбе. Ну и давайте покажу вам, что должно находиться внутри. Я вначале хотел просто показать, что находится внутри модели Magic Wand Rechargeable, чтобы не разбирать новый плюс. Ну, вы на что не пойдешь ради жертв. Кто-нибудь потом бы сказал, нет, они могли поменять, там у плюса модель внутри, как бы вы там все врете, там все врете. Просто есть еще такой ряд людей интересный. Они считают, что вот купив на Алибабе там что-нибудь за 1000, ой, на Алибабе, на Алиэкспрессе за 1000 рублей, они получают абсолютно то же самое качество, что и в секшопах. Да, в каких-то товарах действительно так. Но никогда вы пытаетесь купить что-то более технологичное, где надо сделать так, чтобы вот эта перда стоила оптом там $8 или $10. Чтобы на ней еще могли все заработать, потому что никто не будет за бесплатно продавать. Как бы, просто если вот эта модель будет стоить, вот она такая же будет сделана, она на самом деле будет стоить столько же, сколько и это. Вот и все. И никакой экономики из подделок не выйдет. Все потому что будут покупать оригиналы. Вот вы, те, кто знаете, что есть подделки, есть оригиналы, вы пойдете в здравом уме, купите подделку за 8000 под эту модель. Итак, момент истины, мы все вскрываем. Ну и, конечно же, мы сразу видим, что вот здесь находится нормальный, огромный, большой мотор. Сейчас я сделаю заметочку для Инстаграма. Ну вот, собственно, я продемонстрировал вам, что вот 4 года назад я свое первое видео снял с разборками, и вот за 4 года ничего не поменялось. Этот Vibrotex выпустил новую модель, через 2 года китайцы тоже выпустили все хорошо забытое старое, что теперь у них является новым. Я не знаю, как это сказать, но чтобы вы понимали, вот эту модель, она сейчас будет валяться во всех секс-шопах. Вот так же, как Rechargeable, так же, как Original. И когда вам будут рассказывать, что не-не-не, мы не продаем подделки, у нас только официальные поставщики. Да, вот эта модель у официального поставщика, только не Вибротекса в Россию, а вот этого вот китайского не пойми чего. За сегодня наше видео с вами заканчивается. Это был такой краткий экскурс. Зато теперь можно точно будет посмотреть, что я продолжаю торговать честно, а компании не очень, не очень, не очень. С вами был Чалышев Сергей и магазин magic-wand.me. Покупайте, платите деньги только за то, в чем вы уверены. Не надо верить словам, верьте глазам. Пока.
Ну и напоследок я решил еще дописать кусочек видео после того, как было записано вот про эту модель плюс, который оригинал. Чем она отличается от подделки? Не в плане технически. Технически вы, конечно, уже увидели. Я только не разбирал головку. Есть ссылочка на видео, можете посмотреть. Там была полная разборка всех моделей, и там разбирались и головки. Но что важно для вас, как для пользователя? Модель оригиналов, что плюс, что rechargeable, что original, они за счет скорости вращения вызывают сокращение мышечных тканей, в отличие от подделок. Подделки, ну да, неплохие вибраторы, но не за те деньги, за которые продают подделки. Там можно купить маленький вибратор, он будет такой же по мощности. Но плюс Rechargeable и Original вызывает сокращение мышечной ткани. И поэтому, когда его девчонки прикладывают к себе на клитор, он вызывает также сокращение влагалищных мышц. Соответственно, получается совмещенный оргазм. И это намного более сильный оргазм, чем от обычного вибратора. И именно в этом плюс моделей типа Magic Wand. Именно за счет этого они в свое время выделились и так долго находятся в тренде. Это чтобы вам легче было определиться. Ну и, конечно же, мэджики являются массажерами за счет сокращения мышечной ткани. Подделками не являются. Что покупать, решайте сами. Единственное, я вам очень советую все-таки не покупать подделки, потому что в реальности подделка под Original стоит 3000 рублей, подделка под Rechargeable стоит 3500-5000 рублей. Подделка под плюс, если бы я решил ей торговать, она бы стоила те же там 3000 рублей. Поэтому очень важно покупать в правильном месте. Мое место правильное. magic-wand.me. У меня только оригиналы.